Существуют ли морские чудовища? Есть ли на самом деле неизвестные гигантские создания, обитающие в водоемах нашей планеты, о которых так много говорят, но сравнительно немногие их видели своими глазами, да и то, как правило, мельком. Но даже если и повезло и удалось разглядеть существо как следует, никто не знает, что это за животное и какого вида. Действительно ли где-то в глубине скрывается мифическое неведомое чудо-юдо? Но все же есть морские монстры, разговоры о существовании которых ходят до сих пор. Начало общественного внимания к подводным монстрам ныне связывают с публикацией в 1934 году фотографии некого существа, похожего на вымершего плезиозавра, которая была сделана респектабельным лондонским врачом Кеннетом Уилсоном. Автор утверждал, что он, гуляя в окрестностях шотландского озера Лох-Несс, смог сфотографировать выглянувшего из воды озерного монстра, причем совершенно случайно. Эта публикация тогда произвела сенсацию и вызвала настоящее паломничество любопытных к озеру Лох-Несс. В газетах шотландское чудовище получило имя Несси. Психологи связывали ажиотаж вокруг упомянутого озера с тем, что как раз в это время в мире грянула Великая депрессия, сопровождавшаяся невеселыми экономическими и политическими новостями, от которых читатели к тому времени очень устали. И потому на общем унылом фоне статьи о таинственном подводном существе развлекали читателей и выглядели просто как луч света в темном царстве. Интерес к Несси и к другим загадочным существам, информация о которых и по сей день регулярно поступает из разных уголков земного шара, пока не пропадает. Внимание общественности к этим феноменам не снизило даже сообщение 1994 года о том, что легендарный снимок Несси 60-летней давности – это нечто иное, как фальшивка, изготовленная самим Уилсоном и 3 его сообщниками. В настоящее время зарегистрировано свыше 3000 свидетельств очевидцев, утверждавших, что они лично наблюдали этого загадочного плезиозавра на Шотландском озере. В июле 1950 года неожиданно объявился родственник Несси на другом континенте, на крайнем западе Канады в провинции Британская Колумбия. Здесь он возник в один прекрасный день перед семейной парой из Монреаля по фамилии Уотсон. Супруги плавали на лодке по озеру Оканаген, когда из пучины вдруг всплыло странное существо. По словам Уотсонов, это было животное длиной около 9 метров, а туловище его состояло приблизительно из 5 волнообразных горбов, выступающих над поверхностью. Проплыв перед людьми, загадочный подводный обитатель плавно повернул в обратную сторону, очевидно преследуя косяк рыб. За собой он оставил след бурлящей воды. Вернувшись в Монреаль, пара Уотсонов опубликовала это сообщение в газетах, после чего на берега Оканагена устремились репортеры и зеваки со всей Северной Америки. Для справки, озеро имеет сильно вытянутую извилистую форму, длина его достигает 135 километров, ширина до 6 километров, а его максимальная глубина 230 метров. Репортеры сумели выяснить, что в легендах местных индейцев это странное существо под именем Огопогу фигурирует по меньшей мере с 17 века. В большинстве рассказов оно описывается как змееобразное животное с головой, похожей на лошадиную или козлиную. Индейцы издавна считали чудовище злым духом и утверждали, что на скалистые берега из воды иногда выносятся останки растерзанной монстром добычи, в том числе человеческие кости. После 1950 года случаи наблюдения Огопога участились. В прибрежном городе Кэллоуне этот озерный монстр ныне считается главной местной достопримечательностью. На гербе города изображен гиппокамп, морская лошадь с рыбьим хвостом, больше всего подходящая к описанию Огопога. Рисунок монстра также украшает эмблему местного хоккейного клуба Кэллоуэн Рокетс, а в самом городе неподалеку от берега для привлечения туристов установлена статуя Огопога. В конце ноября 1896 года 2 американских мальчика из флоридского городка Сент-Агастин катались по побережью, когда обнаружили огромного монстра, наполовину похороненного в песке. Мальчишки сразу же сообщили единственному на тот момент ученому в городе врачу Дэвиду Уэбу. Доктор добрался до туши на следующий день и увидел невероятное. Это был совсем не кит, а бледно-розовая масса полуразложившейся плоти. У нее не было ничего, что могло бы даже немного намекнуть на происхождение. Ни костей, ни глаз, ни какой-либо формы. Уэб прикинул, что туша весит около 5 тонн и решил, что это гигантский осьминог. Мужчина взял несколько образцов ткани и под его руководством тело перевезли вглубь Флориды, где оно стало настоящей достопримечательностью.
Сотни людей приезжали посмотреть и сфотографироваться на фоне монстра из Сета Гастина. Что произошло с находкой дальше, неизвестно. Вероятно, из-за невероятного зловонного запаха, который она источала, ее похоронили, а возможно и утопили в море. Монстру из Флориды дали имя гигантский осьминог, также он известен как гигантский спрут. Вообще, в теории существовало два вида гигантских осьминогов. Собственно, реальный гигантский осьминог, который живет на дне океана и обычно весит не более 30 килограммов, и есть гипотетический монстр, который нападает на корабли. Собственно, Уэбб решил, что на пляж выбросила монстра, как же иначе можно было объяснить 5-тонную тушу без малейших признаков позвоночника. Подтвердил теорию Уэбба и профессор зоологии Эдисон Эмери Уэрил, который в то время был главным авторитетом по моллюскам в научном мире. Ученые не могли успокоиться с находкой на протяжении целого столетия. Образцы, которые собрал Уэбб, множество раз исследовали. В 1970-х годах анализ подтвердил, что флоридский монстр был в действительности осьминогом. Тогда это было фантастическим открытием, ученые пришли к выводу, что длина щупальцев этого гиганта достигала 30 метров. Еще один анализ провели в 1980-х годах, и он тоже подтвердил существование чудовища. Свой монстр есть и у нас в отчизне. Местные жители верят, что в водах небольшого озера Лабенкир водится мифическое чудовище, черт, как они его называют, которое утаскивает под воду птиц, животных, а иногда и детей. В 1953 году здесь побывала геологическая экспедиция. Один из ее участников, Виктор Твердохлебов, проплыл по озеру на лодке, после чего в своем дневнике сделал следующую запись. Предмет плыл довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге, сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-седая туша с глазами животного, а из тела торчало что-то вроде палки. Я видел лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело. По рассказам местных жителей, позже собранных геологом, в озере испокон веков обитает некое громадное существо. Оно выглядит как животное темно-серой окраски с огромной пастью, размеры которой равны ширине плота из 10 бревен. Легенды гласят, что этот черт очень агрессивен и опасен, он способен выходить на берег, где нападает на людей и домашний скот. После публикации записок Твердохлебова специальных поисков лабенкирского чудовища никто не проводил. Правда, в печати иногда появлялись заметки приезжих туристов, бывавших в этом районе, о монстре, но то были лишь пересказы местных легенд. Самого же черта никто из приезжих за эти десятилетия так ни разу и не увидел. Лишь в 2005 году телепрограмма «Искатель» организовала экспедицию на озеро, во время которой провела ряд исследований и измерений, а с помощью глубоководного телезонта ей удалось обнаружить на дне останки челюстей и позвонков каких-то животных. Таинственное существо в озере при этом в кадр ни разу не попало. Криптозоологи выдвигают различные гипотезы касательно природы лабенкирского черта. Это может быть либо гигантская щука, либо одно из реликтовых животных, которые ныне считаются вымершими, рептилия наподобие ихтиозавра или плезиозавра. Но доказать точно, что в озере не водится морской монстр или что-то схожее с ним, никто так и не смог, как и подтвердить обратное. Но записи, которые оставил Твердохлебов в своем дневнике, не дают покоя. Навряд ли геолог назовет увиденное существо чертом. Ему понятны и знакомы эти явления, а слово «черт» почти всегда обозначает что-то необычное, из ряда вон выходящее явление природы.